Эх, Стэнли. Приветствую всех и каждого, уважаемые любители видеоигр. На часах у нас 11:20, это значит, что время для дальнейших прохождений Stanley Parable. Here we are. Go on, try out some of the new features. О, коллекционки. Так, гид по выставке. Прыжковый круг. 5-я, это карта. Ага. Халявное достижение. Кнопку своего игрока, запустившего игру. Мерч. Чемпион мира по настройкам. Это где такое? Решетка. Угу. Успокаивающая ведро за Stanley Parable. Шарики. Эпилог. Коллекционные предметы. Бесконечная дыра. Выход. Я вас понял. Что за коллекционки? Можешь ли ты найти все, короче? Собери всех, как покемонов. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around миниатюрные фигурки Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Мне нужны коллекционные предметы, я только за ними сюда и пришел. Давай. Блин, вот это оформление. Мое почтение дизайнерам, конечно. Это кто? Другие игроки, кто не успели добраться до коллекционки? Ноль из 6. 1 из 6. Ага. Где еще 5 найти? Собери их все. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Опять обманул, гаденыш. Так. Почти бесконечная дыра. Ладно, кончилась. Я не удивлюсь, если тут все перечеркнуто будет. А, нет. Блин, дыру закрыли. Мне она больше всего нравилась. Она хотя бы не болтала. Так, чемпион мира по настройкам. Мне направо. Меня не пускают почему-то. Ох, оптимизация моя. Сувенирчики. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical. Ну, порой, да, есть такое. И что ж ты решил с этим предпринять? Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. Ведро. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps. А можно мне крюк вместо ведра? You Абордажный may крюк. even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. Эй, я не могу потрогать ведро. It's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass? Нет, не представляю, всего лишь игрок. The bucket is the perfect solution. Come on, give it a try.
Итак, вы готовы прикоснуться к ведру? Касаемся. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping Как-то through. пока не очень And in ощущается. fact, can I say that I do believe the bucket lends Может, you ведро an не air то? of thrill? I think that Мне just кажется, у тебя holding просто it ведро has не made то. you the slightest bit more attractive as a person. У меня свое ведро есть. The benefits of the Я bucket вот с ним буду go on ходить. and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Эй. Вот это, кстати, вопрос, как ходить с ведром. В общем-то, мое ведро пускай здесь будет. Потому что оно мое. Потому что оно ведро. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? Я не знаю, как в играх, а вот у меня мое ведерко, да, получило такой приз. Украшение для офиса. По-моему, я сюда уже нажимал. Неси его сюда. Угу. А, вот куда ведро-то нужно было принести. Ну, все логично, чтобы получить ачивку, нужно его что-то положить. А вот только куда его положить? Затрудняюсь пока ответить. Куда ведро-то деть? Эй. Говорун. Так, где я тут еще не был? Что-то новенькое. Ой, я думаю, мне как раз сюда. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, Epilogue. yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Да, очень много новенького, ничего не скажешь. Кнопку я был. Где еще не был? Чемпион мира по настройкам. Почему у него настройки не пускают? А может мне нужно поставить ведро и насобирать в него прыжки? Я не знаю, в этой игре всякая логика может быть. Почему бы такой не существовать? Так, я что-то потерялся. Где этот? Схема. Коллекционный предмет, бесконечная дыра, успокаивающее ведро. Чемпионная постройка, мерч, кнопка с именем игрока, запустившего игру, халявное достижение, это карта, прыжковый круг. Выход. Любопытно и непонятно. Куда дальше-то?
А может мне и не нужно ведро, чтобы прочувствовать игру? Забирай, брата. Если есть ведро, в него надо что-то сложить. А вот что? Пока не ясно. Можешь мерч сюда забрать как-то? Нет. Хм. О, я нашел спрятанную двоечку. Пом-п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 ом. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Получается, с ведрами на выход. О, какие. All right. Have you seen everything you wanted to? Пятнышки. Ready to move on now? Ну, конечно, да. Вот это зал. Прям артхаус какой-то уже. Новая кружка. Так, можно мне попкорн насыпать? So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Не Yes, I совсем. know it's not Я там exactly одну clear таки не понял, yet как how открыть. exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Давай, попробуй. Okay. Are you ready? Готов. Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Эй, стой, стой, я пошутил. Следующего выпуска не надо ждать. Можно посмотреть сейчас. Сколько времени? 00:00. Кто-нибудь это знает точно? Нет, здесь надо по-другому. Кто-нибудь это знает точно? Разумеется, нет. Никто ничего не знает. Даже мы с вами друг друга не знаем. Мы как незнакомцы. Да, конечно, мы настроили игру под ваши требования, но кто делает по-другому? Это просто моя работа. А ты всего лишь белый текст на экране. Я тебя понял. А теперь она окончена. Вся информация собрана, а у вас больше нечего узнать. Не говорите об этом Гуглу. И все равно я вас не знаю. Да. Вы не знаете меня. И мы не знаем, сколько сейчас времени. Видимо, некоторые настройки не настроить. Эй, я хочу все настройки понастраивать. Я же настройщик. Но если честно, часы все равно ничего не делают. При следующем запуске игры меня здесь не будет. Но это ничего. Видеоигры были созданы для одиночек. Вам ведь нравится одиночество? Возможно, это единственная ваша информация о вас. Что ж, мне пора идти. Есть еще одна настройка, которую нужно изменить, но мне нужно время, чтобы подготовиться. Это не совсем в моем описании работы, но это нормально. Возможно, вы увидите меня снова, если не можете... Возможно, вы увидите меня снова, если вы можете найти меня. Где тебя найти, белый текст на черном экране? Скажи, и я обязательно тебя найду. Поговорите в ближайшее время. Так, у нас тут новый персонаж появился. Вот оно. То, что мы так долго ждали. Вторая часть. Стэнли Парабл. Тут должна быть барабанная дробь. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building. О, шарики добавили. Стоило. Employee. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley Stanley. Parable 2. Something he would never quite forget. Так. He had been at his desk for nearly an hour
when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. Пока все No то же one самое. showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, Собрался с духом he и got пошел. up from his desk and stepped out of his office. О, теперь, кстати, лаки прекратились всякие. Сиквел на паузе. Ой. Ой. И менюшка все поменялась. Даже менюху стилизовали. Ладно. И что же у нас добавили в сиквеле? What could it mean? Ну, шарики нельзя. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. А, не. Фрезы все такие же. Фрезы не пропали вместе с дополнением. Stanley picked up the bucket. О! Ведерко-то на подушечке было. Это то самое трофейное ведро, которое давалось не просто так. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the Ведро зовет и тянет. Кстати, да, ведро. При мне. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. И куда мне это ведро надо принести? The bucket was wrong. Ведро ошибалось. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. Не ходи в переговорную, тебе туда не надо. Грузовой лифт, да, точно. Иди грузовой лифт. Said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Я тебя понял, ведро. Stanley did not question Все, я why буду or слушаться how ведра this с этих bucket was пор. speaking to him. Оно не It подведет. should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He Посмотрим. was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Да. Ну теперь на тебя плевать, у меня есть... Опа! Там коллекционочка. Там коллекционка. In here, said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again Потом заберу. obeyed blindly. Так, ведро. Что дальше? Now pick up the phone. Нет, ведро. Это я Pick не up буду the делать. phone, and it will take us back home, where we can go about life together. Хотя, в принципе, я уже вырубал. This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could Да. use a friend. Это мне помогло? Then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Ты опять ужин не приготовила, ведро. Я голодный весь день на работе был, нажимал кнопки, а ты до сих пор сидела и читала Сансет какого-то. Дорогая, я дома. Дорогая. Вот ты где, опять весь день телевизор смотрела, да? Я, между прочим, на работе целый день нажимаю кнопки. За кнопкой, а ты сидишь, читаешь Сансет и смотришь телек. Хоть бы ужин приготовила. В конце концов. Ну иди, я тебя обниму. Конечно, возьму.
The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Оно фризит игру в очередной раз. Is just in his head. Нет. Оно всегда со мной. Возьми меня с собой на работу и домой. Возьми, возьми, возьми меня, ведь я ведро. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. Нажмите N, чтобы вернуться на работу. На работу и домой я всегда вешу. На работу и домой я всегда ношу ведро с собой. Нет, я слышу только ведро. Ты мне не нужен. У меня есть ведро. Нет, оно говорит со мной. Нет, ты ничего не понимаешь. Не трогай мое ведро. Это мое ведро. Не слушай громкого человека, пошли, нажми. Да, ведро. Повинуюсь. Оно слушает меня, оно меня понимает. Все картины, все, что с ним связано, потолок, дерево, блокнот, ручка, кресло, пол, лампа. Все это связано с ведрами. Ведра это все. Ведра это азм есть. Ведра это небо и земля. Ведра это все сущее. Ведра. Да, слушаюсь. Оно не холодное и пустое, оно это все, что мне нужно. Ведро, 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 ведро. Да, ведро. Ведро? Ведро, ведро, ведро? Ведро? Ведро, 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 ведро. Опять ведро, 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 ведро. Ведро. Ведро, ведро. 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 Ведро, ведро. Ведро, 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 ведро. 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 Ведро, 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 ведро. Ведро! 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 Ведерко! Ведро! 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 Бррр. Бррр. Так, о чем это? А, шарики. Шарики добавили. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Так, ведро мне пока не потребуется. Мне еще не тянет блевать от игры. Пока что. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Так, это я, походу, все проходил. А, вот, одна коллекционочка. Есть. One of the miniature Stanley figurines. Remember, Отлично. No reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I've tried. So, I implore you to savor each and every Я оценю. you come А то. across one of these beautiful figurines. Я знатный собиратель всяких собирательств.
Stanley was so bad at following где-то directions, it's пасхалка какая-то incredible he была. wasn't fired years ago. Вот мне туда надо. Вот сюда. Вот она, фигурка. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Another miniature Stanley figurine. This, you know, there really must be a snappier name for these things. What about mini stands? Просто Stanley S. figs. What about Stanlerines? Yes. Гуру I think I like Стэнли. that. Да. Another Stanlerine under your belt. Угу. Воу. Я куда-то провалился. Так. Что там написано? Непонятно. Stanley had now gotten himself so far off the beaten path that it seemed the office had begun so far off the beaten path. Офис, казалось, начал, казалось, начал, казалось, казалось, что начал, что казалось, что начал. Тут фигурки есть? Пожалуйста, замолчи. Спасибо. Тишина. You didn't think I was actually just a recording, did you? What a silly and trite explanation that would be. All the back and forth between you and me, all the absurd adventures we've been through, and it all turns out I'm just a tape recording. It was all Как выбраться из этого лабиринта, блин? I bet that's the kind of twist you think is revelatory. I bet each and every time you watch a movie where it turns out all to be in the main character's imagination, you must absolutely bolt off the couch in pure shock at the phenomenal Ну-ка, что за сюжетный ход, давай. It must be so simple to be you. Life Я being и an Стэнли. unending waterfall of surprises and delights. How much more exciting you must find the world than the rest of us do. Now I've become sad. Look what you've done to me. This is all your fault. Ну, блин. Опять выкинул. When Stanley came to a set of two open doors, Хорошо, he entered хорошо, the иду. door on his left. Доверьтесь инстинкту перфекциониста. Что? Статус задания. На выставке сиквела большая комната, куча коробок, лестница, что-то с лестницей и синее, и красное сразу, у камина. Личное, но душное, помещение для важной персоны. А, это где эти, получается? Все статуэтки? Найдите их все, получите награду. Так, где получается на лестнице нашел. И синее, и красное сразу. У камина. Личное, но душное помещение для важной персоны. Угу. No, not again. I won't be part of this. I'm not coming to a staircase. Stanley walked upstairs. Помещение для важной персоны, я так понимаю, это... Помещение для важной персоны, я так понимаю, кабинет босса? Туалет начальника? А, нет, всего лишь туалет. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines. And now I'm torn between Stanlerines Фиг and Стэнкой. Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness? A small number in the corner of your screen go up by 1. Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 28
4, 5. But of course, Stanley couldn't possibly have known that. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. А где фигурка-то? Мне нужна фигурка. А, вот она фигурка. You're getting close now, Stanley. You've nearly gotten all of the Figler Anmarines. Very soon, you'll collect the last one. And then the first number will equal the second number, and that will be it. We'll be different people by then. Different in the sense that we used to have none of them. And now we have them all. You can't go back to when you had no Figler Anmarines. None of us can. Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. О, это как раз для меня. And there it is, the last Stiglywig. Savor this moment, Stanley. This is a real accomplishment. This is doing something just for the sake of doing it. Where so many people expect to be rewarded for the most trivial achievements, you've insisted that a job well done is its own reward. I would tell you that I'm proud of you for collecting them all, but that would be like a reward, and we can't have that. So, instead I'll just say, Готова, задача we're all выполнена. done here, and now we can go to whatever the hell you were doing before you hunted for figurines. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Нет, не зашел. Так, все фигурки, в принципе, собраны. Теперь можно идти. Воу. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on. В смысле? It's those figurines. Но я же собрал все эти фикстенки. I haven't stopped thinking about them since you nabbed every last one. Wasn't it just the most intrinsically fulfilling moment of your entire life? Didn't it fill you to the brim with Нет. richness? Мне интересно там дальше музей посмотреть. But won't you please indulge me with one more trip back to the memory zone? Не хочу. I would love nothing more than to revisit the А, ты их туда выставил? Ну давай глянем. Только посмотрите на это. Стэнли нашел все коллекционки. Это мне совсем не посвящается. Так, интересно, как ты это оформил. Ну-ка. Да-да, тут и закончится. Когда-то был первый, а теперь уже шестой. Кому-то часы, кому-то секунды монтажа. А это что там такое? А где? Все пропало. Это, кстати, прикольно сделано. Да-да-да. Эх, было время. But you continue to surprise me in all sorts of mundane, unremarkable ways. Семь из 6. Что-то перебор уже. Третью мини-стенку вспомнишь? Третью? Да вроде здесь. Я помню, что ли, я их собирал-то. Да, вот он. Да блин, ну чего теперь опять игру перезапускать? Нет. Определенно третью, ты врешь. Ты врешь. Да. Вот именно. Я игрок. А ты рассказчик.
Let's see, what came next? Oh yes, we found a figly in this pink room. Oh, well, I can't actually say I remember Розовая being in this комната? room, but it's here in the memory zone, so it must have happened. Точно ли? Что-то не помню никакой розовой комнаты. Вот камин помню. Камин был. Туалет был. Лестница была. Комнату не помню. This was the fifth mini stand, and this one was Да, really вот something здесь. special. It was behind the Всё boss's верно. office. I remember it so clearly. In Правильно. fact, because this one is particularly special Почему? to me, I made a little video to commemorate the occasion. Давай, врубай. Enjoy. Как вы нашли это? От рассказчика. Подборка лучших моментов. Она была здесь. Ее никто не мог найти. Мини-стенд 5. Но вы подошли и взяли ее. Это символ настоящего успеха. Вы нашли эту фигурку в офисе босса. Спасибо вам за просмотр. Директор-наратор, режиссер-наратор, монтажер-наратор, история-наратор при участии наратора. О, заморочился, ты, конечно, молодец. Так, и куда дальше? О, да, я помню. Здесь я тоже находил. Да-да-да. Я взял и нашел. Вот как сейчас помню. Я спустился по лестнице, завернул направо и нашел. Все так и было. All I know is that this is the moment where you picked up a figly and I thought to myself, Фикстенг. yes, that's all of them. Фикстенг, They're конечно, all да. collected. It was a moment unlike any other. Except for the other Да-да. ones picking up figurines, which it was exactly like. Ох уж эти моменты нахождения фигурок. Светлой памяти моей жизни. Эй. Эй, это что такое? And then there was Матрица, no more, это ты? because we've caught up to the present moment. Nothing left to do but move onward into the future. Goodbye, жаль. memory zone. No, I'm not done. I'm not ready to move on. Я тоже. Stop the loading screen. Да, можно Isn't there обратно. some way we can stay here, keep enjoying these figurines? Let's just go backwards. We'll do the Согласен. memory zone again from the opposite direction. See how Вообще, that feels. действительно. Почему именно нужно переходить на настоящее, если мы можем еще по прошлому путешествовать, собственно говоря? Давай, правильно. Ну, черная полоса. Okay, yes, the room with the red and blue doors. Да. I remember this. Согласен. I must say, of all Это the было figurines великолепно. we looked at in our initial tour of the memory zone, this one is the most distinct and clear in my mind. Let's keep going. I want more. Да, потом я помню. And Здесь here's where I взял. made that video. Don't you remember the video we Именно. watched? Абсолютно верно. Yes, Дум-дум-дум-дум-дум-дум. I love that video. Обожаю эту фигурку, обожаю это видео с этой фигуркой. Потом была розовая Still don't комната. remember the pink room, Stanley. Still no memory of this one. Good room, Аналогичная, though. A кстати, solid да. room. Приятная, странная розовая комната. Потом был туалет. Да, вот, в туалете, когда я нашел фигурку, это было нечто. Any kind of reward for finding all of these, it really would have muted the intrinsic joy of collecting them. I'm very glad we resisted the temptation. Next Согласен, one. да, вперед. Потом была лестница, да, лестница. Или склад. Склад вроде, да, был. Нет, не склад. Потом была лестница, да. Я вот в лестнице, под лестницей.
Нашел фигурку. Не, как такое забудешь? Не. Я ее взял. Я подошел, и я ее взял. О, это самое первое. Да. Не. Сейчас все соберем. Нужно еще больше собрать. Нужно собирать и собирать и собирать, чтобы еще больше собирать. Look, it's the terrible new content that we were originally sold on. Да, согласен. I remember hating it back then, but time does put a rosy filter on everything. Oh yes, the two doors. Who could have forgotten that? A classic memory, this one. Классика жанра. Фигурки. Да. Я вот тут сидел, а потом я встал, и потом пошел. Были кнопки. Давай, вспоминай. Yes, I'm remembering something now. I remember before this whole story got started. Опа, вот это интересно. I was different. I used to make big decisions. I was passionate. I was skeptical. I weighed each decision with profound thoughtfulness. And then somewhere along the way, I stopped making decisions. I became lazy. And I came up with a character named Stanley to do my He would make the decisions. He would decide which way to go. Вот оно I что. would cheer him on as he collected figurines for no reason. Why did I invent Stanley? Was I lonely? Yes, perhaps that's it. Perhaps I needed to imagine I had companionship. Вот оно к чему все And вырулило. Stanley really did make for a wonderful companion, even if he was a fiction. But I suppose it's grown old. I want to think for myself again. I want to go back to how it used to be. Yes, I can be on my own again. I can do it. I'll be stronger this time. I'll take care of myself. I don't need Stanley anymore. Эй! Oh, Нет. So much fun to play with. Не удаляй You know Стэнли. what? Since we're in the memory zone, how about one more good memory? Let's go back just once and give Stanley one more run of the office, and then I'll retire him for good. I did enjoy telling the story so very much. Да. Okay, here we go. This is the История story of человека a man по имени named Stanley. Стэнли. Так, а у нас здесь появилась новая функция, оказывается. Так называемый эпилог. Давай посмотрим. Чем же все закончилось? У всего есть начало и конец. Много-много лет спустя. Вот это я помню, я здесь был, да. Я был когда-то странным, и Стэнли безымян, который-то рассказчик водил туда-сюда. Теперь-то я в пустыне и в темном карантине. Скажите мне идти куда? Красиво. Вау, вот это масштаб. Стэнли, ты свободен. Ты можешь идти куда угодно. Весь мир открыт. Вон, на солнце прям.
Ой, а что, это все обратно, что ли, отматывается? Я правильно понимаю, что... А, нет, это на музей памяти похоже как раз. Эх, когда-то давно, пару минут назад я тут был. Что же случилось? Куда делся рассказчик? Неужели он умер? Так, ну-ка. Cookies 9S блок. Stanley Parable, Stanley Parable, Stanley Parable. Содержательно. Так, газетка, что там? Рождение кота-пса. Что-то произошло за время моего отсутствия. Джим. Жим. Stanley Parable, 2013 год. Блин, я вот не понимаю, как так просто можно делать интригу на пустом месте. Причем касательно этой игры, это действительно на пустом месте. Я появился на пустом месте и иду, фиг знает, какое-то пустое другое место. Кто? Stanley, Jim. Сказал Стэнли? Stanley, Я нашел свою кнопку, ура. Stanley, 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 Stanley. Так, нужно, получается, по проводу дальше перейти. О, прям святилище целое. С фигурками. Больше фигурок. Больше. Фигурки нужны. Фигурки никогда не будут лишними. Это история о человеке, который стал песком, походу. Спасибо, что вы наслаждались нашим новым контентом. Это что-то такое спрятанное. О, привет, белый текст на черном фоне. Давно тебя не видел. Взаимно. Но как грустно узнать, что больше не будет игр по Stanley Parable. Да. Вы читали, что сказали разработчики? Сохранить целостность франшизы. Какая чушь. За Stanley Parable не священная корова, ее не надо беречь. К черту целостность. Давайте делать игры по Stanley Parable, пока солнце не взорвется. Загоним франшизу в могилу, а потом воскресим. Что люди подумают? А разве это важно? Это была главная проблема рассказчика. Им было так важно, что подумают о его творениях. Не повторяйте его ошибку, не цепляйте за старое. Пусть все горит. Это несложно. Давайте я покажу. Мы вместе сделаем за Stanley Parable 3. Ладно. Это просто. Нужно только поменять номер на заставке. Еще какой-нибудь тупой подзаголовок. Громкий и безвкусный. Попробуйте сделать из этого набора слов классное название для нашей игры. Ну вот, давай. Stanley Parable 3.
Короче... Доктор Карандаш. Скелет в конце будет чемпион жуткого ковбоя, там где живет священный... А, только 2 можно, блин, а я уж... Так, тогда... Там где живет... Нет, какой-нибудь... Доктор Сиквел. Во, вот я помню, прям название крутое. Stanley Parable 3, Доктор Сиквел. Полная чепуха. И это круто. С каждым запуском игры мы будем повышать номер сиквела на 1, добавлять новый подзаголовок. И тогда за Stanley Parable не закончится. А в игре при этом вообще ничего не изменится. Над новым материалом надо работать. Кому это нужно? Материалы будут все те же, снова и снова, просто с новой заставкой. Что скажете, как вам такой план? Мне нравится, но и ваше мнение мне интересно. Отличный план, белый текст на черном фоне. Просто... Отлично, договорились. Новый сиквел с каждым новым запуском. А знаете, раз уж вы поверили в мою идею, я хочу и вас кое-чем поощрить. Вижу, рассказчик так и не придумал, как выдать вам сломанное достижение, так? Точно? Ну, конечно, разумеется, он не справился, и меня это тяготит, но мы это исправим. Вот, пожалуйста, теперь машина с достижениями... Вот, пожалуйста, теперь машина с достижениями работает. Видите? Мы на одной стороне, мы команда. Мы капитаны этого корабля. Остальная борьба не закончится, она будет вечно идти по спирали. А я за этим прослежу. Я готов. Вы готовы? Отлично, у нас осталось всего одно дело. Введите текущее время. Вот такая красивые циферки. Это, кстати, реально, сейчас такое время. Перетащите ползунок, пока компьютер не будет едва виден. Спасибо. Хорошей игры за Stanley Parable. Доктор Сиквел. Ой, машинка. Чё, ачивку так и не дадут мне? You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. As you can see, the machine is not working yet since... What? Wait, what in the holy hell is going on? Да, я получил. Внезапно, да? Why did the machine work? Stanley, I didn't fix it. I didn't do anything to it. I swear, it was broken just a second ago. Да. У меня новый друг появился помимо тебя. Is someone here? Are we being watched? А то. Oh God. Да, давай продолжим кастомизировать. Что ты еще можешь добавить? Ежеквартальный крик. Теперь пускай будет невыносимый паук. В этот раз лучший за год Риду. Вот. Прикольно, кстати, вот это. Ну, с пингвинчиком предыдущая тоже классная была.
О, эпик. Так, я пока не совсем понимаю, что здесь вот нужно сделать. Чемпион мира по настройкам. А, во, надо было по всем настройкам как раз пройтись. Почему ничего не открылось? Вот засранка. Aha! I can see. Ой, подожди, титров-то не видно. You've gotten the Settings World Champion Achievement. Все, открыл, ура. You've experienced every setting, Отличная работа. traveled to all corners of the settings menu. There's nothing you haven't seen. Я все открыл, все So, смог, just все for you, получил. in the Stanley Parable 2, I'm including an entirely какое? new setting, something called bumpscosity. Пырскость. What exactly is bumpscosity? Well, I haven't quite figured that part out yet, but I just know that you'll be able to adjust it on some sort of slider, and that it'll be available from the settings menu. We'll sort the rest of the details out later. I hope you're looking forward to trying out every level of bumpscosity in the Stanley Parable 2. Пупырскость. А, вот оно. Пупырскость. И что это за пупырскость? Изменяет уровень пупырскости. Логично. Пупырскость. Ты будешь работать? Пупырскость. Похоже, пупырскость не работает. Какая-то странная настройка пупырскости. Не работает совсем. Что ж, всем большое спасибо за внимание. Это была третья и, пожалуй, завершающая часть трилогии о ультра делюкс издании Stanley Parable. Я так понимаю, что помимо нового контента здесь еще добавились и новые пасхалки, и новые развилки, и новые концовки. Также рекомендую вам всем самим ознакомиться с этой игрой. Благодарю за внимание. До скорого свидания. Ведро!